于浩，这块冰辟邪左臂骨本就是你的。В последнее время Хуихао и Ван Дун значительно подняли свою духовную силу. Их ранги выросли. Хуихао достиг 30-го, а Ван Дун 36-го уровня. Кроме того, у них появился ценный боевой опыт благодаря сражениям на турнире. Также их быстрому развитию поспособствовало поглощение новых духовных костей. Они не только повышают духовную силу, но и дают новые умения, не зависящие от колец мастера. В этом вся ценность костей. Глава Моэн 99-го ранга в качестве награды передал весьма ценные духовные кости. У Хуихао это кость левой руки Скорпиона Ледяного Нефрита, возрастом 70 тысяч лет. Однако навык, который она дает, Ледяной Взрыв, не уступает 100-тысячелетним костям. В одном из видео мы уже подробно рассматривали это. Ван Дун получил духовную кость правой руки, возрастом около 10 тысяч лет. Она имеет атрибут света, поэтому идеально подходит его духу. Глава Моэн получил эту кость, когда был молод, но тогда у него уже было 6 духовных костей, больше не было места. Этот зверь стихийного типа может обитать лишь в месте, где элемент света находится в изобилии, поэтому его кость содержит мощное атакующее духовное умение. Оно также оказывает сильное сдерживающее воздействие на всех темных и злых существ. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. То, что старейшина Моэн передал Хуихао кость левой руки Ледяного Скорпиона, еще раз успокоила его и показала, что Академия ничего плохого не намеревалась совершить, узнав о 400-тысячелетнем кольце Хуихао. Духовная кость, которую дал Ван Дуну старейшина Моэн, была сокровищем Академии, а не наградой за турнир. Ван Дуну было легко поглотить ее, потому что ранее сияющая богиня бабочек уже прошла крещение аурой света, золотого дерева. Но все же эта кость слегка уступала Хуихао с точки зрения совместимости. Почему? Хуихао ощутил неописуемое чувство близости, которое исходило от кости левой руки Скорпиона Ледяного Нефрита, когда она сливалась с его рукой. Когда эта духовная кость появлялась перед другими мастерами, на них сразу же набрасывался предельный лед. Даже старейшине Му пришлось использовать свою собственную силу света, чтобы подавить ее. Но Хуихао ощущал лишь близость. Он не испытывал никакого чувства холода. Лазурный свет озарил грудь и спину Хуихао. Скелет императрицы Скорпионов был пробужден этой костью левой руки. Аура правителя, принадлежащая Скорпионам Ледяного Нефрита, излучалась наружу, а кость, казалось, ожила. Она слегка дрогнула, а затем превратилась в полосу белого света, прежде чем проникла в левую руку Хуихао. Интересно, что скелет императрицы Скорпионов как будто соединился с костью левой руки Хуихао. Подобный эффект мы могли наблюдать у Тансана. Его внешняя паучья кость объединяла все его остальные 6 костей и образовала доспех. Все потому, что кость левой руки и кость скелета Ледяной Императрицы были очень близкими, даже родственными. Навык кости левой руки Хуихао нам известен, а какой навык получил Ван Дун? Он довольно мощный, атакующего типа. Его название похоже на световая пронзающая нить или пронзающий луч. Духовная кость концентрирует силу света в одной точке и начинает атаку. Это выглядело как дрель, но по мере того, как Ван Дун становился сильнее, оно могло стать тонким, как игла, до такой степени, что в конечном итоге превратилось в нить света. Она имеет сильную проникающую способность, готовая разрушить мощную броню противника. Но у Ван Дуна была еще одна уникальная способность. Кости его правой и левой руки были родственными, одного атрибута. Ван Дун мог активировать два мощных навыка духовных костей одновременно, и они усиливали друг друга. Левая ладонь Ван Дуна прижалась к основанию правой руки, после чего вся его левая рука начала мерцать признаками золотого света. Благодаря использованию двух костей сразу, из указательного пальца Ван Дуна вылетело острое сияние. Это был луч около 3 дюймов в длину. Его кончик был заострен, а его основание было толщиной с палец. Оттенки золотого света сверкали с молниеносной скоростью. Этот навык мгновенно сосредотачивал силу света в одной точке и выпускал ее в качестве атаки. Да, поскольку сияющая богиня бабочка Ван Дуна имеет атрибут света, все его атаки являются таковыми. Кстати, кость левой руки Хуихао также получила мощный навык атакующего типа. В ближайшее время мы увидим их в деле во время охоты на духовных зверей. Все верно. Хуихао, Сяо Сяо, Ван Дун и другие под руководством старейшины Сюаньцзы пойдут получать новые кольца. Хуихао и Сяо Сяо достигли 30 ранга, а значит пора получать 3-е кольцо. Это будет интересное приключение, так как в лесу им встретятся очень загадочные необычные звери. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о духовных костях главных героев Хуихао и Ван Дуна. Подписывайтесь на канал и всем пока.